Ashes of Creation, одна из самых, если не самая ожидаемая MMORPG на рынке, должна скоро выкатиться во второе тестирование. И вне зависимости от того, что разработчики уже неоднократно упоминали, мол, тестировщиков нам больше не нужно, купить доступ к тестированию можно будет только сейчас, и это последний раз, время очередного последнего раза, похоже, наступило. Недавно команда Ashes of Creation определилась с точными сроками проведения второй альфы и опубликовала подробное расписание. Ну а как говорится, не все так однозначно. Вроде бы хорошие новости вызвали весьма противоречивую реакцию как у преданных ждунов, так и у просто интересующихся. Почему так, разберемся в сегодняшнем нашем ролике. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший маркер вашей поддержки. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, ролики Гоха Медиа для вашего удобства дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Причем очень может быть, что они там будут появляться даже раньше, чем на канале. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое-многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, ГОХА, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод ГОХА, оно того точно стоит. Для начала я хочу сказать, что у меня нет никаких проблем с Ashes of Creation, то бишь, ну, понятно, я не являюсь ярым фанатом этой игры, я не являюсь ярым ждуном, но и в хейтеры я бы себя тоже не записывал, я не тот человек, который будет на каждом углу кричать: «О боже мой, это скам, это скам, это скам, это скам». Тем не менее, скажем так, некий сомнительный бэкграунд у этой MMORPG присутствует, и связан он непосредственно, ну, я бы, наверное, так сказал, с руководством Intrepid Studios. И определенно с некоторой все-таки схожестью финансовой модели, назовем это аккуратненько, со всем известным Star Citizen. То есть, ну, зачастую в кругах MMORPG, я не думаю, что я открою для кого-то истину, но, то есть, Ashes of Creation сравнивают в этом плане со Star Citizen. Типа, это финансовая пирамида и бла-бла-бла. Если бы спросили меня, я бы сказал, что Ashes of Creation до Star Citizen, конечно, как до Москвы раком, но в любом случае, некоторый оттенок сектантства и здесь тоже можно наблюдать. Становится ли от этого она менее ожидаемой? Нет. У нас, кстати, ролик выходил на эту тему, и я действительно считаю, что это одна из самых ожидаемых MMORPG. Особенно, вот лично мне она прям в сердечко запала, когда разработчики таки продемонстрировали вот это вот Open World PvP, ну то есть масс PvP. Выглядит прям замечательно, поиграть в это очень хочется, но дело в том, что поиграть как бы невозможно, но станет возможным уже достаточно скоро, начиная с 25 октября. Да, разработчики определились с датами проведения вот этой так называемой второй альфы. Поздновато, конечно, определились, потому что, ну, знаете, можно было, наверное, и в прошлом году все это дело запустить, но не запустили. Но мы как бы не об этом же, да, собрались поговорить. Дело в том, что вместе с тем, как разработчики определились с датами, они определились и с прайсами. И вот здесь начались непонятки.
Я напомню, первый этап закрытого альфа-тестирования MMORPG Ashes of Creation прошел еще в 2021 году, то есть около 3 лет назад. С тех самых пор утекло много воды, игра сильно прибавила как в плане контента, так и в плане механик, внешнего вида и в целом проработки тех или иных аспектов геймплея. Причем разработчики все это время достаточно подробно весь процесс освещали на своих традиционных трансляциях. И вот совсем недавно они определились, как я уже упомянул, с точными сроками проведения второй альфы и даже опубликовали подробное расписание, в котором, в свою очередь, помимо непосредственно дат, присутствовали и прайсы со сроками продаж наборов, которые позволят в эту самую вторую альфу попасть. И вот тут, на мой взгляд, начинаются первые непонимания, с моей стороны, во всяком случае, хотя нет, ну ладно, тут все, в общем-то, понятно, но выглядит просто странно. У нас на портале есть новость от 13 сентября 2023 года, в которой сообщается, что, ну вот, Intrepid Studios предоставляет последнюю возможность гарантировать себе доступ к Альфе 2, Бете 1 и Бете 2, нужно всего лишь успеть купить один из наборов. И вот эти вот наборы, они, собственно, продавались начиная с 13 сентября 2023 года до 17 января 2024 года. Ну, то есть, не так давно это было. При этом разработчики, я сам это помню, заявляли о том, что нам тестировщики больше не нужны. Поэтому, ну, типа, хотите, можете купить, но на самом деле, типа, это ограниченное предложение и бла-бла-бла. До этого такой аттракцион невиданной щедрости был аж 3 года назад, ну, собственно, перед запуском Альфа 1. И это важно отметить, что цена входного билета на тот момент, да, начиналась от $75 США. Что же мы имеем на текущем этапе? Ну, для начала непосредственно Альфу 2 разделили на 3 фазы. Первая фаза стартует с 25 октября, причем доступ к игровому миру будет предоставляться исключительно по воскресеньям. Присоединиться к этому празднику жизни с самого старта смогут лишь те, кто приобрел доступ в игру когда-то там, видимо, 3 года назад за $120. Ну а нужно учитывать, что наборы с допуском к этой фазе будут продаваться повторно. Да, с 1 по 8 ноября этого года за $120. Однако те, кто приобретет эти наборы, смогут приобщиться к текущей фазе только после 8 ноября. Я так понимаю, это, знаете, такой реверанс в сторону тех игроков, которые поддержали проект 3, наверное, да, около 3 лет назад и приобрели наборы раннего доступа, ну, я буду это так называть, за $120. Ну и, собственно, это как бы хорошо и для тех игроков, у которых есть лишних $120, потому что вот начиная с 1 ноября и по 8 ноября у этих игроков есть возможность эти самые $120 потратить и присоединиться к первой фазе второй Альфа Ashes of Creation. Идем дальше, фаза номер 2. Начинается она 20 декабря этого года, и вот уже здесь пользователи будут получать доступ к игре 5 или даже больше, потому что фигурирует 5+ дней в неделю. Причем здесь картина ровно та же. Наборы раннего доступа будут продаваться с 21 августа по 13 декабря 2024 года за $110 США. Вероятнее всего, когда вы смотрите это видео, наборы уже есть. Ну, 2, во всяком случае, набора уже есть в продаже. Ну и понятно, что если у вас есть лишние баксы, и вы прям очень сильно хотите попасть в Ashes of Creation, причем, ну, даже не прямо сейчас, но все равно достаточно скоро, то можно, разумеется, приобрести. Ну и, наконец, третий, самый щадящий набор за $100, который гарантирует доступ в Ashes of Creation аж до 1 мая 2025 года, когда, кстати, игра уже будет доступна круглосуточно. Наборы уже должны были поступить в продажу и будут там висеть вплоть до 26 мая 2025 года. Ну и казалось бы, что там, продают они эти наборы ранних доступов, и пускай себе продают. Для кого-то это вообще реальный шанс попасть в Ashes of Creation. Но есть и некоторые нюансики, от которых, я буду говорить исключительно свое мнение, остается неприятный осадочек. Во-первых, вот этот момент со стартом продаж наборов раннего доступа. Хотя предыдущие продажи наборов ранних доступов по меркам Ashes of Creation закрылись вообще буквально вчера. И тогда же разработчики говорили, что, мол, это последняя возможность попасть в Альфу 2, Бета 1, Бета 84. Короче, ну вот какое-то несоответствие базаров получается. Я понимаю, да, что типа когда вы открываете доступ к определенному контенту или вообще к доступу к игре, то это нормально продавать наборы ранних доступов, но можно было их просто не продавать тогда, и вообще вопросов бы не было. И второй момент, это, конечно же, цены. Ну, то есть, вспомните, как мы все бугуртели, когда разработчики PAX Day открыли, собственно, ранний доступ, да, к PAX Day за какие
какие-то, как нам казалось, совершенно нечеловеческие бабки, то есть, ранний доступ, который стоит, наверное, даже местами дороже, чем, в принципе, полноценная игра, это мы посчитали too much. Здесь же нет, в общем-то, никакой игры, это, нет даже раннего доступа, это всего лишь альфа, в которой вам предлагают поучаствовать, то есть в роли тестировщика, который, я напоминаю разработчикам, деду жены, за минимум $100. Как по мне, это оверпрайс. Даже с учетом того, что для разработчиков Ashes of Creation это абсолютно нормальная практика, лупить какие-то неадекватные бабки за доступ к своему проекту. Я, к слову, не понимаю, почему, если для них это нормальная практика, она должна быть нормальной для нас. Ведь, по сути, они выставляют такие завышенные ценники исключительно потому, что могут. Иными словами, потому что игроки покупают. И еще раз, для людей, которым не нужны тестировщики, Intrepid Studios уж слишком зачастила с продажами НРД. Мне кто-то в чатике на трансляции, кстати, приходите, стримлю по понедельникам, писал, мол, это же все на содержание серверов, на разработку и бла-бла-бла. Окей, никаких проблем, если у вас есть лишних $100 и вы настолько верите в проект. Мне непонятно, почему вы до сих пор еще не поддержали проект, а вместо этого рассказываете, почему это необходимо сделать мне. Да, там же люди, в общем-то, заносили и по $300 для доступа в первую альфу. Короче, как я и говорил, понимаете, то есть они лупят такие цены, потому что просто могут. А кто-то покупает. И не нужно мне рассказывать про бедненьких разработчиков, у которых закончились деньги, там нужно на содержание серверов, на разработку и бла-бла-бла, потому что, если у вас заканчиваются деньги, возможно, вы не умеете планировать. Я напоминаю, Ashes of Creation это, не какой-то ноунейм проект, это достаточно именитый долгострой. И вот ключевое слово здесь долгострой. То есть, наверное, можно было бы поторопиться или как-то грамотнее распределять финансы, выпустить уже хоть что-то играбельное, действительно, играбельное, а не на ходу переобуваться в 5-й Unreal, потому что, насколько мне известно, все вот эти допилы до 5-х Unreal'ов, они происходят не в момент разработки, а сразу, допустим, как было с Mortal Online 2, выпустили игру на 4-м Unreal, и потом спустя какое-то время перекатили ее на Unreal 5. Так что, есть моменты, которые в Ashes of Creation выглядят как искусственное затягивание разработки. И, безусловно, это весьма вероятно будет очень интересный проект. Но, знаете, платить $100 за игру, которая, если мне не изменяет память, она вообще будет даже распространяться не по системе buy to play, а просто по подписке. Что-то мне подсказывает, что подписка ежемесячная в Ashes of Creation не будет стоить $100. И уж тем более 300. В любом случае, это лично мое мнение и отношение к подобного рода манипуляциям. А это именно манипуляции, я считаю. Если кто-то реально хочет поддержать проект, я считаю, это его личное дело. Никакого осуждения, просто немножечко старого доброго бомбежа от старины Мадлера в связи со сложившейся ситуацией. Справедливости ради, возвращаясь к тому, что это всего лишь альфа, я тут ознакомился со списком контента, который вроде как обещают в эту альфу добавить. И знаете, если все будет так, как обещают разработчики, то заняться в Ashes of Creation определенно будет чем. Например, если говорить только про первую фазу, то тут вам и более 55 квадратных километров игрового мира с разными биомами, и более 36 точек интереса, и цикл день-ночь, и смена времен года, один большой данж и 4 данжа поменьше. Куча нодов, 3 расы, 6 архетипов, 9 оружий, всевозможные ПВП, в том числе по флагу, зона беззакония, гильдейские войны, битвы за ноды и доставка налогов, более 460 уникальных частей экипировки и многое-многое другое. Разумеется, все мы прекрасно понимаем, что обещать не значит жениться, но еще раз, если все пойдет как задумывалось разработчиками, то такое количество контента, я считаю, более чем удобоваримое. Там еще смотреть на качество этого самого контента необходимо, и все-таки понимать, что это альфа. Но в любом случае, мне кажется, что это все равно оверпрайс. Даже с учетом того, что вроде как эта альфа там будет продолжаться чуть ли не до релиза игры. Вот этот момент мне как-то немножечко был непонятен. Напишите в комментариях, как оно есть на самом деле. И нужно понимать, что это всего лишь мое личное мнение, мой вижен на сложившуюся ситуацию. Поддерживать Ashes of Creation, не поддерживать Ashes of Creation, решать исключительно вам. А мы, как всегда, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.